Всем огромный привет, меня зовут Анна, и это мой канал «Волшебные спицы с Анной». Как вы видите, у меня уже готов мой блокнотик, то есть это означает, что сегодня я вам озвучу те процессы, которые я буду брать на эту неделю. Немножко я себя разгружаю, да, потому что вяжется, я уже неоднократно говорила, что за кадром вяжется еще что-то. Вот я думаю, что в этом подключении к концу видео вам покажу наконец-то свой тайный процесс, который я вяжу за кадром, я его нигде не показывала. Вот, ну давайте по порядку, по планам. Значит, первое, что в работу я буду брать, это новый старт, это жакет для моей племянницы синего цвета. В СП «Радуге» у нас вчера стартовала синяя неделя. Значит, упаковка пряжи у меня целая, 10 моточков. Это у меня пряжа Газал XL Baby Wool в 50 граммах 100 метров. Рекомендуют размер спиц 4,5-5. Я с этой пряжей не вязала, буду с ней работать впервые, вообще даже трогаю ее впервые. Сама пряжа Baby Wool обычная мне нравится. И в полотне хорошо выкладывается, и ну, классно получается. Классное получается изделие. Быстренько посмотрим. У меня тут телефон садится. Сколько времени выделим этому жакету? Ой, 2 часа. Ну, за 2 часа, конечно, 2 часа я провяжу обязательно, но в эти 2 часа не войдут ни расчеты, ничего. Чисто вязка. Так, далее. 2 часа. Ладно. Следующее, что я буду брать, это носочки из знака Боха, которые я начинала вязать «Зеленая неделя». Вот они на такой стадии находятся. Значит, маркерочек я переставлю, чтобы мы помнили, откуда начали, да? Так, один носочек у меня наполовину связан, нужно только вязать по стопе и убавлять. И второй, надеюсь, я закончу. Так, по времени это у нас будет 6 часов. Постоянно на носки 6 часов мне дает. 6 часов, значит, будет еще одна пара. Вы знаете, на прошлой неделе 2 пары связались. У меня такая радостная была, что наконец-то хотя бы носочки закончились. Так, далее я возьму в работу бирюзовый свитер, который свяжу старшей внучке. Сейчас покажу. У меня тело отвязано. Возможно, здесь я буду перевязывать горловину, потому что мне сказали, ну, сделать ее высокую, то есть, да, горловина гольф. Возможно, буду. До этих пор ВТО еще не проходила, до этих пор вот я стирала, а далее я не стирала, поэтому немножко есть разница. Возможно, я переделаю горло, но в первую очередь мне нужно связать 2 рукава. Рукава я буду вязать по отдельности, потом я буду здесь их вшивать. По кругу я вязать не хочу. А может быть и буду, кстати. Кстати, я посмотрю по узору, как он будет, если вверх ногами, да, вверх ногами. Это получится вот так. Ну, в принципе, ничего. А может быть, да, я буду, наверное, по кругу, скорее всего, вязать. Но, как видите, рукавов нет, то есть и маркеры мы не будем ставить. Или рукава будут вязаться отдельно, или рукава будут вязаться по кругу. Прям буду набирать с проймы. Так, по этому изделию что у нас? По кубикам 5 часов. Замечательно. 5 часов, так 5 часов. 5 часов. Вот, и последняя работа, которую я хочу взять на эту неделю, это детский комбинезон, который тоже мне осталось довязать совсем не так много. Давайте вот здесь вот маркерочек я переставлю. Поставлю его вот здесь вот на ластовице. Да, потому что я начала вывязывать ножки. Вот они, ну, штанишки. Штанишки, клапан пересоединила, и мне нужно провязывать штаны. И потом рукава. В принципе, здесь все понятно, да? То, что вяжем штанины, ни штанов, ни рукавов нету. Так, и посмотрим, сколько на это мне кубики дадут время. 2 часа. Ладно, 2 часа, 2 часа. Как обычно, пройдет время, буду подключаться, показывать свои продвижения. Если получится у меня провязать эти изделия больше,
ну, то в итогах вы увидите результат. Если не получится, то останемся на том, на чем были. Но не менее того времени все будет вязаться, которое у нас выпало. Вот мне нравится. Я, конечно, не очень так записываю. Один только минус был у меня. Что-то не вязала. А остальное все, видите, все хорошо. И готовые работы стали появляться. Очень мне нравятся. Кубики помогают и двигают процессы. Конечно, многие девочки подключаются каждый день, выпускают видео, но у меня просто нет такой возможности. И я так не смогу. Бывают такие дни, когда я вообще неделю не вяжу, а вот в пятницу, субботу я прям выделяю себе 5 часов на вязание, в субботу, допустим, 6 часов на вязание, у меня есть такая возможность, и я продвигаю процессы именно в эти 2, допустим, дня. Ну, в принципе, в эти 2 дня это самые такие незагруженные у меня дни, когда я могу сесть, не делая ничего дома, не занимаясь домашними делами, вот, ну, там, может, до обеда что-то сделаю, а после обеда я просто занимаюсь только вязанием, и все. Поэтому подключаться каждый день и показывать продвижение у меня просто нет такой возможности. Все, побежала я работать, вязать. Что у меня будет получаться, я буду вам подключаться, показывать, конечно же. Вот, так что никто не уходите. Я подключусь к вам через секунду, а у меня, вернее, пройдет энное количество часов, а может быть и дней. Все, до следующих подключений. Так, ну что, первый пошел, как говорится. Вот, прошло 2 часа. Так, жакет синий, это был у меня старт. Вот сколько у меня провязалось. Смотрите, тут сколько? Ну, сантиметров 10. Но могу сказать, что вывязан один целый моток и еще чуть-чуть. За 2 часа у меня. Вот соединение нити. Я как бы соединяю нить так, что можно ее, как сказать, ну, то есть она очень такая, не разъезжается. Но были прецеденты у меня такие, что если я под корень отрезаю, то бывает, что после стирки во второй образуется дырочка. Поэтому я себя страхую, сейчас оставляю кончики. Хотя там рекомендовали то, что это прям вот, ну, неразрывное соединение нити. И, естественно, не видно этого соединения. Так, ну тут обязательно маркер. Сейчас маркерочек, потому что 2 часа прошло, и мне так хотелось вязать его дальше, но я стопорнулась, потому что мне надо продвигать было еще другие процессы. Обязательно маркерочек ставлю и покажу вам уже свои. На один ряд меньше. Тут так, да, вот так сделаю. И свои продвижения, я думаю, в отчетном видео я должна еще подвигать этот процесс. Как я говорила, это детский жакетик. Перед и спинка вяжется вместе, да, вот так вот. Тут много петель, 152 петли. Спицы номер 4. Все, удаляюсь, вязать дальше. Так, всем привет. Пошла по наименьшему сопротивлению, по тем процессам, по которым выпало меньше всего времени. Значит, комбинезончик детский. У меня тоже на него 2 часа было выделено. Вот наш маркерочек. Одну штанинку я уже довязала и практически заканчиваю вторую штанинку. Так, маркерок я сразу переставлю, чтобы он тут мне не болтался. Так, отметим с вами тоже по изнанке. Переставлю. Вот. Может быть, я его еще подвигаю. Так. Ну, вяжется нормально, быстро. Тут, в принципе, что еще, девочки? Тут еще нужно рукава делать. Ну, посмотрим. Время, если хватит, может быть, я и к рукавам тоже приступлю. Так, вот так вот. Вот такие продвижения за 2 часа. Ну что, давайте подведем итоги этой недели. Конечно же, на этой неделе у меня есть немножко маленький косячок. Один процесс я в работу не взяла. Это у меня бирюзовый свитер для внучки, да, где я начинать должна была рукава. Вот, но остальные процессы я продвинула. Я вам сейчас покажу в этом видео, наконец-то, тайный свой процесс, на что у меня ушло больше времени, да, на эту неделю. Потому что
Хотя задание по тайному процессу я получила уже давным-давно, более полугода назад. Но, как обычно, у нас все до последнего тянулось. И буквально вот за 3 дня я довязала и рукава на этом процессе. Но сейчас все по порядку. Давайте начнем с чего? С жакет синий, да, который у меня выпадал на 2 часа. Я его еще с последнего подключения немножко подвинула. Процесс мне очень нравится. И прям хочется его вязать и вязать. Этот узор очень-очень легкий в исполнении. Ой, у меня столько планов на мастер-классы, что я не знаю, когда я буду писать. Вот. И это ложная английская резинка. Здесь присутствуют всего лишь лицевые и изнаночные петли. Английская резинка, вы знаете, да, она очень сильно кушает пряжу. Здесь вы вяжете просто изнаночной и лицевой, и между этими посередине у нас идет одна съемная петля с лицевой стороны и одна съемная петля с изнаночной. Что лицевая сторона, что изнаночная сторона абсолютно одинаковые. Очень хорошо применять, конечно же, данный узор на шарфы, там, не знаю, платки какие-нибудь. Ну, я думаю, что больше шарфы, потому что, я как говорю, узор одинаковый. Что так вы повяжете, что так повяжете, не будет никакой разницы. Ну и вот в жакетике тоже очень красиво смотрится данный узор. Такой, видите, такой эффект такой объемности. Так, я сейчас маркерочек я переставлю. Вот сколько я еще успела провязать. Где-то тут рядов, так, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8. 18 рядов у меня получилось, так как тут вытянутая петля. Кажется, что 9. Так, переставлю сюда. И буду брать потом на следующую неделю, на следующую рабочую неделю. Вот, 2 часа отвязано, даже больше здесь. То есть плюсик я себе поставила. Следующий это у меня комбинезон детский. Тоже вам показывала, подключалась. После подключения я его не двигала. Но свои 2 часа я отвязала. Только вот бирюзовый свитер у меня стоит минус. Не получилось его взять в работу. Ну, еще раз покажу, чтобы вы видели, что вот все вот на такой стадии находится. Маркерок я уже переставляла. Вот, пряжу, давайте пряжу напомню вам. Это у нас картопу. Значит, номер 1 написано, антипилинговый акрил, в 100 граммах 160 метров. Ну, цвет 185. Это я брала эту пряжу на садоводе. Ну, недорогая упаковка была. И она единственная была расцветки. И если была бы другая расцветка, я бы ее тоже взяла. Слушайте, очень приятная пряжа в работе. Мне очень нравится. Вот, знаете, это изделие я не храню где-то там бережно, знаете, чтобы там где-то, не дай бог, зацепку не сделаешь. Бывает, что акрил зацепишь, он весь вытаскивается. Этот нет, так хорошо ложится. Иногда вот так вот посмотришь, даже какой-то мелкий пушок выходит, да, на нем. Ну, не знаю почему. Посмотрим после стирки, что будет. Но так как он антипилинговый, он не должен кататься. Так, вот такие продвижения. Тут осталось, ну, немножко работы. И думаю, в скором времени я его тоже закончу. Так, ну и мои носочки. Так, носочки мне надо было провязать 6 часов. Как я говорила, на одну штучку такую, да, полностью, когда вяжу, мне уходит ровно 6 часов. Я считала, ну, там 5,5 часов. Смотря, как я отвлекаюсь. Так могу сказать. Ну вот, один носочек у меня связан. Я его даже успела постирать, заблокировать. И вот он у меня высох. Смотрите, какой красивенький стал. Все так красиво, четко. Это вот пяточка такая, стронг. Только сбоку она вот у меня очень мне нравится. Вот маркерочек был прикреплен. Я даже с маркерочком постирала. Вот. То есть это носочек 38, ну так как тянется, он можно 38, 39, 40. Вот так, вот такой какой-то вот у меня получается универсальный размерчик. Вот, связан спицами 2,5, 64 петельки я тут набирала. Вот, и получился такой вот плотненький носочек. Редко я на 2,5 вяжу носки, но то, что было первое под руку попалось, то и связала. Но это не все, еще вот за эти 6 часов я уже практически довязала до
пятки, да, сейчас тут нужно будет уже вывязывать пятку. Вот зеленый моточек начался, вот он. И все, надо будет уже вязать расширение. Как видите, да, когда вяжешь без блокировки, без ВТО, носочек вот такой вот получается. Плотно, плотно, плотненький. А шерсть, когда зафиксируешь, потом уже все, форму носочек держит. И мне пришлось немножко отмотать, вот он буквально немножко. Если вдруг, ну я думаю, что этого мне хватит, но это я прям отмотала вот эту секцию. Да, кстати, у меня вот здесь вот был сюрприз, был обрыв нити. Видите, какая должна быть широкая секция? А у меня здесь получилась вот такая вот маленькая. Посмотрю, я довяжу вот до этих пор, когда, чтобы носочки были одинаковые, я, наверное, тут тоже отмотаю. Вот так придется мне отмотать вот эту рыжую секцию и белую. Тогда у меня здесь вот полосочки совпадут. Хочется что-то мне прям довести такое, сделать эти носочки прям одинаковые, настолько, насколько у меня это получится. Так, давайте сразу так вот маркерочек поставлю. Так, это у нас серединка, да, это будет перед. Вот маркерочек, все готово до следующих работ. Вот так вот такие продвижения. Ну и хочу показать вам свой тайный процесс, который я вязала за кадром. Это большое плечевое изделие, вот оно. Вот мой свитерок. Это получается удлиненный свитер, он прям вот бедра закрывает полностью. Задание было у меня, первый раз я вязала вточной рукав. Все классно получилось. Вот такие рукава. Здесь ВТО пока я не делала. Не хочу его стирать в машинке. Хотя это тоже антипилинговый акрил. Вот, я потом, сейчас просто некогда мне ручной стиркой заниматься. Здесь получается продублирован узор. Это павлиний хвост и косы. Вязала я его по фотографии. Этот свитер. Расчеты тоже делала сама. Ничего, даже вот этот ажурный узор и вот эта коса, да, она дается в интернете. Но этот ажурный узор, он неправильный, на схеме неправильный. Но тот, кто умеет вязать вообще, интуитивно понимает, где ошибка. И я вот, например, поняла, что что-то тут не то, да, то есть идет прибавка петель, а убавки не идет. И я для себя высчитала такой алгоритм, где, в каких местах мне убавлять эти петли. То есть получается, что, например, здесь вот мы накиды вяжем. Я надеюсь, вам видно. Сейчас я вот так открою его. По длине здесь у меня 69 сантиметров. Вот, смотрите. Здесь, например, мы делаем накиды, да, расширяем вот этот лепесток. Делаем накиды, при этом мы убавки делаем с этой стороны. А когда мы переходим делать накиды с этой стороны и делаем вот этот, вывязываем параллельно вот этот лепесток, получается, в схеме не дается то, что здесь нужно делать убавки. Здесь просто пишут накиды и надо вязать лицевой, обыкновенный. Вот, тот, кто новичок, я думаю, что можно запутаться, но я думаю, тот, кто опытный вязальщик, они, конечно же, разберутся. В планах у меня на этот узор я сделаю мастер-класс. Просто выпущу отдельно. Схему я там прикреплять не буду, потому что ее надо закачать, а времени на то, чтобы, знаете, отредактировать саму схему, у меня нет. Это долго, это надо в каждую клеточку вписывать в специальной программе, потом вам давать. Мне легче взять вот такой вот кусочек, я для себя выделила, который дублируется, там буквально раппорт, по-моему, 8 или 10 рядов, и все, и показать вам, как он вяжется. И тот, кто захочет, тот свяжет данное изделие уже по такому, по простому моему описанию. Кому понравится это изделие, сможет для себя уже выбрать, куда этот узор применить, как его применять. Ну, тут павлиний хвост обычный, на 13 петель вывязывается. Узор на него, мне кажется, везде есть. Вот. А вот это я обязательно свяжу и расскажу вам, как его вязать. Так, пряжу я, кстати, брала, вот эту брала в фикс-прайсе. Называется Baby One, на 100 грамм, 250 метров. Антипилинговый акрил. Очень хорошо пряжа вяжется. Вязала на спицах, по-моему, 3,75 или 4, не могу вспомнить. Тут по рекомендациям от 4 до 5 пишет.
Ведет пряжа себя великолепно, не слоится, приятная в работе, так что я очень рекомендую. Там есть разные цвета, проходить, придите, как говорится, покупайте. Очень много, там, по-моему, оранжевый был, такой не оранжевый, горчичный, желтый, серый цвет, белый цвет, бирюзовый цвет. Вот бирюзовый и пару желтых и серых я приобретала, у меня он есть. Ну так, на будущее изделие. И вот один моточек тоже приобрела в фикс-прайсе, совершенно, ну, я боялась, что мне не хватит на это изделие, и поэтому еще один моточек купила. На это изделие у меня ушло 5,5, ну, практически 6 мотков, можно сказать. Ну, так как изделие большое. Все подробности по нему я буду рассказывать в своем влоге «Времена года». Он выйдет у меня завтра. Кому интересно, смотрите. Все, вот такие мои продвижения, девочки. Я очень довольна этой неделей. Вот, спасибо, что остаетесь со мной на канале, что поддерживаете меня. Мне это очень важно. Все это способствует продвижению канала. Все, до следующих подключений. Всем пока-пока.